Я все жду, блин, ну это же может приехать, может же заебать. Мои ожидания не совпали совсем. Приехали сюда почти на 2 месяца. Я проплакалась. Очень дорогое жилье. 17 тысяч долларов за 2 недели. В общем, здесь могут обмануть. Если честно, я бы съела еще. Мне не нравится. За 5 долларов можно купить килограмм клубники. А еще очень много мусора. Во вьетнамской куртке. По поводу голимого дома. Камсамнида, камсамнида. Это было очень мило. Она такая. Представляете, какие технологии? Корея полна сюрпризов. Такого я не ожидала. Я уже успела несправедливо раскритиковать Южную Корею. После первого дня я была уверена, что эта страна максимально неудобна для туристов. В прошлом видео я уже делилась своими фрустрациями относительно мусора, снятия денег с карты и обмена валюты. Но оказалось, что большинство моих претензий исчезли сразу после того, как я поняла, как здесь все устроено. В этом видео я покажу, какие ошибки мы допустили при подготовке к поездке, что обязательно нужно сделать еще до вылета и какие приложения, карты и сервисы реально спасают путешествие по Корее. Если вы собираетесь в Южную Корею, оставайтесь. Думаю, это видео будет вам полезно. Мы в Инчоне, в пригороде Сеула. Это отдельный город, который находится недалеко от Сеула, где-то в часе езды. Здесь еще недалеко аэропорт. И здесь живет очень много людей. Мне кажется, Инчон сейчас первый по популярности, наверное, город в Корее. По крайней мере, я смотрела документалку, и там говорилось, что здесь сейчас очень много социальных программ, поддержки семьи, поддержки бизнеса, поэтому сюда все едут. Мы находимся где-то ближе к центру города. И в целом, вот сколько мы не гуляли, если посмотреть вокруг, здесь все очень обустроено, очень красиво. Выглядит это на самом деле своими глазами намного еще лучше. Очень чисто. То есть это место, вот ты приезжаешь сюда, и ты понимаешь, что здесь очень приятно гулять, находиться. Здесь не воняет на улицах. Здесь не ссут на улицах люди, я не знаю. Вот не происходит никакой... Ну, вечером, конечно, здесь происходит движение местного алкогольного комьюнити, я бы так сказал. Вот они двигаются из стороны в сторону, слева влево, вправо, вправо, влево. Пошли. Понимаю. Вот, но тот факт, что ты просто выходишь, и ты ощущаешь себя здесь настолько уютно и комфортно. Вот если посмотреть, просто показать просто какой-то ландшафтный дизайн какой-то панельки вот снизу. Это обычный дом. Это не какой-то элитный дом, это видно в целом по окнам, да, что это обычный дом. Тут живет много людей достаточно. Но это просто очень уютно. Просто, например, вот мы были в Маниле. В Маниле есть особый район, типа супер классный, красивый, BGC. Вот там примерно устроено все так же, как здесь. Только здесь везде так. Да, вот. да. А там только в одном месте. Вот что мне здесь нравится, что здесь нету какой-то суперсильной разбивки между районами. Город идет такой единой линией. И это, наверное, и хорошо, и плохо. Он кажется бесконечным. Но в Москве, например, когда ты едешь между районами застроенными, то есть в районе может быть облагоустроено, но между районами, ну или не в Москве, там, да, в Подмосковье, то там обычно, ну, прямо жопа. Там ничего не облагоустроено, там могут быть свалки мусора, что угодно может быть, здесь вот. А вот на крыше какие-то разноцветные деревья, не знаю, просто есть... какого-то голимого дома. Голимого дома. То есть просто если посмотреть даже вот то, что вот перед нами, просто какой-то перекресток, да? Заезд в какой-то комплекс жилой. И все очень чисто, да. Очень чисто, очень уютно. Здесь просто приятно. Я думаю, что в Японии, наверное, примерно так же. Почему людям тоже нравится Япония. Но в Южной Корее, честно, я не был в Японии, я признаюсь, но здесь люди выглядят достаточно дружелюбными. Они часто готовы вам помочь. Они не шугаются от вас, типа, о, иностранец, пошел ты. Вообще, конечно, я слышала много стереотипов о том, что в странах типа Японии и Кореи не очень любят иностранцев. Наверное, ошибка номер 1, которую мы совершили перед поездкой в Южную Корею, заключалась в том, что мы совсем не понимали корейский менталитет.
Перед поездкой мы пересмотрели кучу корейских дорам и были уверены, что примерно понимаем, какие корейцы в жизни. Но реальность оказалась совсем другой. В первые дни нам даже показалось, что местные очень холодные и закрытые. Никто не заводил разговор первым, не улыбался каждому встречному и не пытался помочь без просьбы. После многих других стран это выглядело довольно непривычно. Но спустя время мы поняли, что дело было вовсе не в холодности. Мы просто неправильно интерпретировали их поведение. Для корейцев очень важны личные границы, свои и чужие. Они не вмешиваются в жизнь незнакомых людей, не навязываются и не считают, что нужно обязательно проявлять эмоции каждому встречному. Это не безразличие, это уважение. И когда мы начали понимать эту особенность культуры, наше отношение полностью изменилось. На самом деле, большинство корейцев, с которыми мы познакомились, оказались очень добрыми, вежливыми и готовыми помочь, если действительно нужна помощь. Я вот, например, сегодня заходила в магазин Home Depot. Это местный Ашан. Я первый раз там была, все время не успевала из-за работы. Он закрывается в 10. Вот. И нашла там пауэрбанк по скидке за 50% стоимости. Он как раз был мне нужен. И у меня не было карточки магазина, чтобы скидка пробилась. И я спросила на кассе, говорю, можно мне, пожалуйста, помочь? Я очень хочу купить его по скидке. И женщина-кассирша, она побежала сначала. Сначала она спросила женщину сзади, у нее то ли не было карты, то ли бабуля не хотела мне помогать. Ну, это не важно, не знаю. Вот. И на соседней кассе была девушка, и я у нее спросила, говорю, поинту, у вас есть типа поинту? Она такая, да. Вот, и она ввела свою карту, мне пробилась скидка, я купила в итоге пауэрбанк за 14 вон вместо 30, вот, что очень круто. И после этого еще девушка ушла сначала, потом она вернулась и подарила мне желе. Я очень люблю, здесь есть такие вкусные фруктовые желе. Я себе купила точно такое же, но виноградное. Она подарила мне мандариновое. Я догнала ее второй раз на эскалаторе и подарила ей свое виноградное. И мы, короче, с ней раскланялись. Она говорит, камсамнида. И я ей тоже камсамнида. Это было очень мило. Потом она открыла мне дверь, потом я открыла ей дверь. И, в общем, она очень сильно засмущалась. Мне было очень приятно, и мы сделали друг другу день. Вот такой какой-то совершенно странный энкаунтер, как сказать, совершенно странная встреча в корейском супермаркете. Но в целом здесь, наверное, много такого. Типа люди пытаются тебе помочь, у вас есть какой-то языковой барьер, но все равно ты видишь... Языковой барьер огромный. Это правда. Но все равно ты видишь, что они дружелюбно настроены. Она подарила мне, после того, как она мне помогла, она подарила мне желе. Да, потому что Инчон — это регион. В Сеуле намного больше людей говорят по-английски, намного больше иностранцев. В этот момент, как только ты приезжаешь в Сеул, здесь, вот в нашем районе, здесь, конечно, еще есть в Инчоне так, русскоязычный район, я бы сказал. Там все говорят по-русски, я бы сказал. Инчон огромный. Это как, наверное, Московская область, мне кажется. Это 3 миллиона человек здесь. 3 миллиона человек, да. И здесь очень много тоже разных районов. Мы поселились, как нам сказали, в самом корейском. Вот корейский район. Прям здесь почти нет иностранцев. Здесь, ну правда, мы здесь мало кого видели. Здесь рядом очень красивый парк. Вообще здесь очень красиво и очень уютно. И с корейцами мне нормально рядом с ними жить. При том, что каждый вечер идут эти алкаши, эти пьяныши, короче, ходят, гуляют, там друг друга поддерживают. Или кто один там ходит, вертолетом летает туда-сюда. Да. Вот, но это как будто бы максимально безопасная история. Это правда. Они идут мимо, но тебя они как бы не говорят, эй, ты, что на нашей корейской землюшке делаешь? Иди отсюда. Мне кажется, они тебе максимум скажут, что почему ты не пьешь соджу? Не знаю. Но вообще они такие достаточно стеснительные, ничего особо не говорят. Ну, разные бывают, разные. Есть все равно наглые корейцы. Ну, есть наглые корейцы, да, это правда. Зашли в вагон мама, бабушка, и у мамы на руках был ребенок, наверное, года 2,5, может 3, девочка. Вот, и никто не уступил ей место. Она стояла, было достаточно много людей в вагоне, и она держала ребенка на руках. Девочка цеплялась за все поручни, висела на них. В общем, ну, это было не очень безопасно, это выглядело не очень безопасно. И мы с Кириллом уже свои места уступили 2 бабулям, поэтому мы стояли. И сидела девчонка прямо перед этим ребенком, молодая, ну, лет, наверное, 20, 23, может, что-нибудь такое, 25. 18, я бы сказал 16-20. 16-20, да, что-то такое, очень молодая. Вот.
И она начала делать вид, что она спит. Да, закрыла глаза, сидит, закрыла глаза. Поэтому она сидела типа в телефоне, такая: о, я не вижу. И, короче, в общем, у Кирилла в какой-то момент лопнуло терпение, и он ее... Ну, не надо говорить. Просто Ну, я... как-то. Не то, чтобы лопнул терпение, просто я решил ее, как сказать, взбодрить немножко. Пробудить ее ото сна, так сказать. Да. Вот. Она очень была... Это было очень интересно смотреть на ее удивление. Она такая: что происходит? Я такой: Кит. Типа показывает на ребенка, он такой: о, что? Да. И те уже люди, которые с ребенком, они смущаются, такие: о, нет, не надо, ничего, не вставайте, пожалуйста. Они этой девушке говорили. Я говорю: ребенок. Типа, ребенок. Кирилл как иностранец, которому местные правила приличия не знакомы. Да, я имею право. И мне нормально с этим жить. Да, и он такой типа: эй, потыкала в плечо, говорит: ребенок, там ребенок. Вот. Ну и она засмущалась, короче, встала, ушла в другой вагон. Вот. Мама с ребенком села. Вы бы видели лицо бабушки, которая говорила: не вставайте. Когда мама с ребенком села, она такая... Она была очень довольна. Вот. Ну и в итоге они потом сидели всю поездку. Да, и Настя смастерила девочке журавлика. Да, я делаю бумажных журавликов, когда мне скучно, когда в метро еду иногда. И у меня как раз был кусочек чека. Я смогла из него сложить журавлика. Вот, девочка потом летала им по вагону. Это было очень мило. Наша вторая ошибка – это то, что мы плохо подготовились к поездке. Мы были уверены, что разберемся совсем уже на месте. Казалось, прилетим, а дальше все как-нибудь само получится. Но Южная Корея не та страна, где такой подход работает. Мы заранее не разобрались, как лучше снимать наличные, где купить транспортную карту, какие приложения обязательно нужны для комфортной поездки и как вообще пользоваться многими местными сервисами. В итоге в первые дни мы потратили много времени, нервов и сил на вещи, к которым можно было подготовиться буквально за полчаса дома. Поэтому, если вы собираетесь в Южную Корею, очень рекомендую заранее изучить хотя бы базовые моменты. Самые полезные корейские приложения вы видите на своем экране. Подробнее о каждом из них рассказала в серии рилсов у меня на канале. Подошли, короче, к банку, не могли найти вход. Подошел дед такой: Where are you going? И что-то нам показал, опять тоже мы ему сказали, куда мы идем. Вот. Он начал нам по-корейски так: о-о-о. Ну, было понятно, куда он показывает. И вообще, спасибо большое деду. Просто подсуетился, подошел, узнал, направил. Мне кажется, я начинаю лучше понимать какую-то, знаешь, корейскую вежливость. Они просто замкнутые интроверты, но они очень... Пока что из тех, кого мы встречали. Я был не очень интровертным, он такой... Вот. Ну, короче, спасибо деду за транзакционную победу. Вот. По поводу банкоматов, очень важный факт, которого мы не знали до приезда сюда, это то, что здесь есть Global банкоматы и обычные банкоматы для корейских карт. И вы не можете с иностранной карты просто снять деньги в любом банкомате. Вам нужно посмотреть именно на карте Global банкомат. Вот. У нас был огромный стресс, мы пытались снять деньги вот пару раз, наверное. В разных местах. В разных местах, да. И у нас ничего не получалось, и это было очень, очень фрустрировано, потому что эти банкоматы даже не настроены на английский язык, их нельзя переключить. А Global банкоматы можно переключить на английский, и это удобно. Прошла неделя в Корее, и, наверное, хочется сделать какое-то резюме того, насколько мне здесь нравится. Немножко подсвечивает красная линия, которая сигнализирует о том, что мне нельзя сейчас переходить дорогу, она станет зеленой, когда будет можно. Представляете, какие технологии? В общем, в первый день, когда я приехала, я очень сильно расстроилась, потому что мои ожидания не совпали совсем с тем, что я здесь увидела. Здесь была очень плохая погода, было дождливо, очень серое небо. После Юго-Восточной Азии это на меня оказало очень сильное психологическое давление. И я подумала, что, я вернулась в серую Москву в самый вот плохой зимний период, когда вообще солнца не видно. Сразу я приуныла. Также я очень долго летела, 7 часов ночным рейсом, очень неудобным. AirAsia, маленькие кресла. У меня все болело, я устала, вся отекла. Вот. Было очень плохо. И я ничего не соображала.
И, в общем, да, мы приехали сюда в Инчхон, заселились. Было очень стрёмно, потому что мы снимали жилье через корейский сайт. В Корее вообще очень дорогое жилье. И если вы пытаетесь снять жилье на букинге, ну, если вам повезет с ценой, то вы можете что-то снять, да, там в районе $1000 в месяц, и то это вот мы там таких цен не нашли. То есть мы нашли в районе $1000 только на корейских сайтах, вот, а во всех остальных местах в Сеуле там просили от $2000, и там были варианты $2000 за 2 недели, $7000 за 2 недели, $17000 за 2 недели. В общем, мы немножко офигели от таких цен. И мы думали, если честно, что нас здесь могут обмануть. Мы сняли квартиру, мы перевели на сайт предоплату за нее. Вот, $900 с копейками. Не помню точную сумму. Напишу потом сюда. Вот. И, в общем, мы приехали, и был бесконтактный заезд, и все нормально, слава богу. Но у них не работают Google карты. Вернее, они работают, но очень плохо, на них ничего нет. И они пользуются своими внутренними сервисами. Это Kakao Maps и Naver. Соответственно, эти все сервисы на корейском. Там нужно делать аккаунты. Мы этого не знали, когда мы приехали. Мы пытались как-то по Google картам доехать. Вот. И нам очень повезло, что нас встретили друзья в аэропорту и просто отвезли нас домой, потому что мы были такие уставшие, что я вообще не соображала, куда идти, как жить в этой стране. Вот. Но после первого дня я выспалась, я проплакалась, потому что мы приехали сюда почти на 2 месяца. И я думала, господи, я так надеялась на то, что мне понравится эта страна, и мне не нравится. Я прям хочу уехать в первый день. Ну и, в общем, да, я проплакалась, я легла спать, я отдохнула. И на следующий день у нас скорее случилась любовь. Я вышла, и здесь такие приятные маленькие улочки. Здесь очень чисто убрано. Люди такие вежливые, жизнь такая, не знаю, она вроде бы большая. Она вроде бы в большом городе, и ты чувствуешь вайб большого города, но при этом она очень спокойная. Здесь очень безопасно. Здесь, везде камеры, и можно оставлять вещи где угодно. Вот, скорее всего, даже если их украдут, что маловероятно, прям маленькая вероятность, то найдут по камерам все равно, и вы получите свои вещи обратно. Вот. И это не значит, что я советую оставлять свои вещи, где попало. Нет. Но если будете в Корее, то, например, чемодан можно оставить снизу подъезда, и если у вас их несколько, спокойно занести вещи, и потом за ним вернуться, никто его не возьмет, не украдет. Также мне нравится, как здесь все удобно, все сделано для людей, и это чувствуется в мелочах. Мне очень нравится качество продуктов здесь и качество еды. Оно очень свежее, и за $5 можно купить килограмм клубники на рынке, который у нас здесь недалеко от дома, и она очень вкусная. Вот, надо выбирать сорт. Один раз я купила, мне попался кисловатый сорт, но все остальные разы, когда я покупала сладкую клубнику, очень крупную. Она была hand-picked, то есть, типа, там не было каких-то плохих ягод или грязных ягод. Она вся вручную отобрана и аккуратненько уложена в коробку, как и все фрукты здесь. Если вы пойдете на рынок, там не будет вонять. Там, несмотря на то, что там рыба, все будет очень чисто. Корейцы очень педантичные в этом плане. И в плане безопасности еды. Вот всех правил, как что хранить, они все это соблюдают. И очень сильно следят за сроками годности, поэтому я перестала здесь смотреть на срок годности в магазинах. И, соответственно, все фрукты на рынке, они лежат один к одному, очень красивые, без вмятинок, без всего. То есть можно просто брать сразу и знать, что они свежие, они вкусные, и они не испорченные. Вот, это круто. Видно, что общество высокого доверия, и я здесь тоже начала доверять людям. Вот, я даже беру пробники еды на улице, когда они раздают какие-то там вкусняшки. Раньше я никогда не брала, потому что, бабушка учила, что могут отравить, могут там что-то подсыпать, подмешать, а здесь просто попробуйте нашу новинку. Давайте. Вот. Короче, так на меня действует Корея. Просто посмотрите, как много разного кимчи. Это все кимчи из разных овощей, разной сладости. Класс.
Ой, это же мой любимый картофельный салатик. Блин, надо взять. 네. Все, купила клубнику, виноград и картофельный салатик за $2. Вот, получается, картофельный салатик за 3000 вон, а виноград за 5 и клубнику за 5500. Вот. Вообще, цены на еду в Корее оказались приятным сюрпризом, и я стала почти каждый день ходить на рынок за свежими фруктами. Рыба тоже очень свежая и невероятно вкусная. Жесть! Соджу продают в пластиковых бутылках. Стоит 2800 вон. Еще меня удивило, что соджу в Корее стоит дешевле, чем газировка. Булочка с кучей еды и орлами. Пришли в суши-конвейер в Инчоне. Ты здесь выбираешь, что хочешь, берешь с конвейера и платишь 1900 за тарелочку. Очень круто. Не знаю, что это, я зачем. Это креветки с сыром. Я сейчас возьму себе, наверное, эту штуку. Оп. Мне очень нравится количество лосося с икрой. Прям вообще супер. Очень хорошее качество рыбы. Просто посмотрите, какое количество рыбы и какое количество риса. Немножко разберу. Маленький кусочек риса и огромный кусок такой свежайшей рыбы. Мне очень нравится. Да, очень хорошо. Даже не получится его так съесть. Обмакнем соевый соус и съем его по очереди. Просто. В рот не влазит, сколько рыбы. Очень хорошо. Она свежая, очень вкусная. Чудесно. Мы пришли снова в суши-конвейер. Я все думаю, ну это же может приезд. Можешь заебать эти вот суши? Ну, я просто повторяю, что я счастлив, я очень вкусно поел. Все мы, давайте признаемся честно, все мы любим вкусно покушать, да? Особенно если это вкусно покушать, и обязательно какое-то супер-мега-калорийное говно. А это еда, которая на самом деле полезная по факту, очень свежая и вкусная. Просто я люблю суши. И везде пробую, в любой стране, где есть, хожу в разные места. Но я нигде не ел настолько вкусных суши, чем в этом чертовом в этой чертовой крутилке. Нигде. Нигде не ел. Правда. Настолько это вкусно, настолько разнообразно. Они постоянно какие-то новые позиции чуть добавляют. Где-то добавили немного икры, где-то добавили другой соус, где-то поджарили. И это... Ты ешь вроде ту же самую креветку, но там теперь она чуть хрустит. Или она там свежая, а не сваренная. Или наоборот, сваренная, а не свежая. Сырая, точнее. Вот. И такой, о, господи, боже мой, как же это вкусно. Перестаньте это делать так вкусно. Я все жду, когда мне приестся. Я хожу 4 дня. Я редко хожу в одно и то же место постоянно. И вот наше любимое место в Вьетнаме было, это фу пицца. Это там пицца и лазанья. Но я признаюсь,
Если бы мне сказали, каждый день куда ты пойдешь, по пиццу или вот сюда, я скажу, я буду ходить сюда. Потому что это очень вкусно, и я готов есть каждый день. Завтрак, обед и ужин каждый день. Если честно, я бы съела еще. Каждый раз, когда мы туда приходим, мы едим все больше и больше. 19 пар суши мы съели на двоих. Мы съели 10 тарелок за 3000 вон. И еще 11 тарелок за 990. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 обычных тарелок и 3 больших. Сегодня мы превзошли сами себя. 11 больших и 15 маленьких. Это лучшие суши, которые я пробовала в своей жизни. Если будете в Инчоне, обязательно сходите. Оставлю ссылку в описании. Короче, представляете, в Корее есть свои правила по поводу выброски мусора, и ты не можешь просто взять и выбросить мусор, тебе нужно купить специализированный пакет. И первые 3 дня я выкидывала мусор в обычном пакете, мне что-то говорили по-корейски, и я говорила, а куда тогда, если не здесь, а куда? И мне показали, ладно, оставляй здесь. Вот, и я в итоге узнала, что я выкидывала мусор в чей-то предоплаченный мусор. Вот, поэтому мы купили пакет, и сейчас Кирилл пойдет его выкидывать. Я могу дать тебе эту важную задачу, кстати. Вот он, оплаченный пакет мусора. Здесь есть специальные штуки, как его заворачивать, но я не знаю, как это делать, поэтому папа предложил смотреть дальше. Вот так вот. Вот. Так. Что ты думаешь о процессе сборки мусора? Я думаю, что он очень геморный, но не знаю, надо посмотреть. Вообще, в целом, Корея достаточно чисто, поэтому для них эта система работает. Но ты бы предпочла раздельно выкидывать мусор или вот так вот все в оплаченный пакет сложить и выкинуть? Слушай, наверное, в теории, если у меня будет нормальная кухня с большим количеством места, я бы предпочла раздельно выкидывать мусор. А мне так удобнее, если честно. Да? Я знаю, что я заплатил, никто на меня не ругается, все оплачено. Вот Про раздельно стоит здесь сказать, что ты можешь выкинуть мусор бесплатно, если ты его поделил на картон, на стекло и на жестяные банки. Ты можешь их выкинуть в специализированные бачки бесплатно. Но тебе нужно найти сначала специализированные бачки. На нашем районе мы их не нашли. Я видела их на других районах, но у нас здесь типа нету. И если ты хочешь выкинуть мусор общим пакетом, не сортированный, то нужно предоплачивать пакет. Вот, поэтому 3 дня мы выкидывали мусор, просто в чей-то мусор оплаченный. Ну, поэтому я и убегал. Каждый раз, когда Настя подходила выкидывать мусор, я убегал подальше, чтобы это дело она сказала, а что такого? Я знаю, все нормально. Нет, я просто охранник показал, я спросила, где выкинуть? Он мне что-то пытался объяснить, видимо. Ну, я такая, где выкинуть? Он такой, ну вон там, иди, положи туда. И потом он со мной здоровался, кланялся мне. Я думаю, ну все, у нас все в порядке. Я чувствовал, что так нельзя. Вот, короче, пойдем выкидывать мусор. Идем. Выкидывает корейский мусор во вьетнамской куртке. А во Вьетнаме так не делала. И я все время убегал, а ты говорила, все нормально. Кирилл знал. Смотрит. Да, ты можешь просто всем показывать его, как сказать. Смотрите, у меня пакет. Вот этот мусор. Мусор оплачен. Не забудь показать нашему чуваку. Кто-то бросил мусор без нормального пакета. Ужасно. Мусор, мы его оставляем здесь. Вот, оплачен. Вот, здесь можно оставить оплаченный мусор. Здесь же мы оставляли до этого неоплаченный. Все. Все, я довольна. Кирилл теперь ходит, везде подмечает, где оплаченный мусор, где не оплаченный. Ругается на всех, кто не оплачивает мусор. Еще вчера это были мы. Pass.
父亲。